То есть мы видим всегда вдали в перспективе, да? По бокам сужает к центру, сверху вниз, а сверху и снизу также к центру. Снизу поднимает, сверху опускает. Так мы видим железную дорогу, сходящуюся в точку. Также мы видим и Солнце. Но здесь есть свои нюансы. Первый. Это то, что вот голубым нарисовал, это слой ионосферы. Немножко неправильно, потому что Солнце само находится в ионосфере. Так вот, когда делают люди замер на Солнце, то, что вначале я показал, эту цифру, да, от нее не уйти, потому что, по-другому не замеришь, да. Геометрия одна, тригонометрия одна. Вот. Но Солнце не там, где мы его видим, и не оттуда оно посылает лучи, если так сказать. Потому что вот здесь вот, если взять ионосферу, вот луч Солнца преломляется и идет сюда. Здесь я вот построил специально выше Солнца. То есть взял вот этот луч, продлил, и вот этот. Вот это то, что мы видим. А оно фактически здесь, ниже. И чем дальше наблюдатель, тем меньше становится угол. То есть больше становится угол. Чем ближе, если под Солнцем находиться, то оно будет вот без преломления. Удаляясь от Солнца, угол будет становиться больше. То есть и погрешность меньше. Те, кто говорит, что Солнце мы должны видеть на протяжении всей окружности, потому что оно высоко, вот, они тоже правы. Просто этим людям другие не могут ответить более, скажем, правильно или более разборчиво. Вот я поставил цифры 1, 2, 3. Это точки наблюдения. Вот желтое Солнце, оно находится на одном уровне. Поэтому говорящий, что мы будем его видеть везде, тоже прав. Вот точка 1, наблюдение, вот Солнце. Если провести линию, мы его должны видеть. Ну, это 9000 километров я взял между двумя городами. Взял как? Позиция 1. Солнце начинает заходить. То есть вот она, линия перспективы голубая. Вот эти две голубые линии, это для наблюдателя 1. Вот. Для наблюдателя 3 Солнце будет здесь. То есть не Солнце будет здесь. Неправильно сказал. Для наблюдателя 2 Солнце будет здесь. Наверху. Высоко. Для наблюдателя 1 эта же позиция будет вот в виде красного Солнца выглядеть. Потому что это перспектива. Это геометрия этого пространства. Вот это голубые две линии для наблюдателя 1. Когда Солнце было над ним, оно удалялось и опускалось. И в то же самое время вот этот горизонт коричневый, он поднимался, вот эта линия голубая. И вот Солнце подошло к горизонту, легло, скажем, на горизонт, но еще не исчезло. Это, скажем, заход Солнца вечереет. Вот если оно пройдет еще дальше, оно начнет исчезать, потому что все, перспектива для него закончена, будет вот здесь. И оно дальше исчезнет. Но оно не будет на этой высоте, оно будет именно здесь. Для наблюдателя 2, когда Солнце было над наблюдателем 1, оно выглядело вот так. Потому что для наблюдателя 2 начинался рассвет. И для него Солнце пойдет вверх. Когда будет над ним, оно будет высоко.
Да, может быть, вначале сейчас будет трудно это понять, просто надо спокойно разобраться. Так, еще раз. Когда для наблюдателя 1 обеденное солнце, для наблюдателя 2 будет восход. Рассвет прошел, солнце уже видно, будет восход. И оно пойдет, станет над ним обеденным. Именно вот так, вверх. Для наблюдателя 3 пока ничего. Но вот когда солнце будет для наблюдателя 2 обед наверху, для наблюдателя 3 она будет вот здесь. Восход. Вот я сейчас проложу, если дальше линию. А для наблюдателя 3 вот сюда пойдет солнце подниматься и станет над ним обеденным, а для наблюдателя 2 это будет вечереть. Начало захода. Надеюсь, что это как бы вид сбоку перспективы. Не в центре, когда мы стоим, смотрим, что у нас по бокам сужает, а сверху вниз, снизу вверх. Вот этот эффект может быть сразу непонятен, я так думаю. Почему вот этот горизонт, коричневая линия, становится вот этой голубой, вверх поднимается. Вот когда, скажем, длинная дорога, она просматривается далеко вперед. Мы видим, в дневное время, как будто над дорогой что-то парит. И удаляющаяся машина, что желательно покрупнее, автобус там что-то вроде такого, она как будто будет подниматься над дорогой. Тот же самый эффект будет, если вот ровное море и какой-то большой теплоход или грузовое судно будет уходить вдаль. Со временем, когда она дальше отойдет, и начать наблюдать через хороший бинокль или телескоп, то мы увидим в воде отражение, а само судно как будто будет идти над водой. Почему так происходит? Потому что вот если море, например, вот наблюдатель 1, судно уходит, вот угол появляется. То есть, если для наблюдателя 1 ровный горизонт, мы не увидим отражение. Ему надо приподняться. Вот тогда будет какой-то образован угол для того, чтобы наш глаз увидел отражение. Еще раз говорю, это уже геометрия пространства. Но людям кажется, что если прямо, вот как желтые 3 солнца, они так и должны быть. Нет. Происходит именно, как вот я объяснил. Вначале тяжеловато. И еще такой момент, что происходит на самом деле снижение. Не только визуальное, то, что перспектива прижимает вниз, вот солнце было здесь, пошло вниз, оно на самом деле идет вниз. Вот в этом эффекте, чем дальше наблюдатель, я сказал, тем меньше погрешности. Только издалека можно будет к горизонту солнца определить, что оно как бы более точное положение. Сейчас покажу. Вот как я говорил до этого, взял 6 городов по одной долготе. Это получилось там 18 градусов. Какие-то города чуть-чуть в стороне стояли, там расстояние уже роли не играло, очень мало. Вот название городов. Сверху вниз, это слева направо цифры вот эти. То есть солнце находится здесь, Кейптаун, вот это цифры, это градусы. Кейптаун 56 градусов направления на солнце, а вот это столбец цифр, это высота солнца. То есть для Кейптауна 56 градусов. Расстояние 3764 от Кейптауна до экватора. Я брал 22 сентября. Вот эта высота 5580. По мере удаления высота падает. Вот Бенгази 5700 высота солнца, Сараево 5000, Будапешт 4900, Стокгольм 3900.
Если брать дальше расстояние, Солнце будет опускаться. Вот именно то, что я показывал по вот этому рисунку. То, что оно опускается. Еще раз говорю, сразу понять будет тяжело, так как представления немножко другие о том месте, где мы живем. Ну, как мог объяснил, может быть, какие-то вопросы напишите, что-то упустил, вот, тогда добавлю. Ну, а на этом буду заканчивать. В общем-то, вот хотел вот этот момент именно с освещением и с перспективой показать. Поэтому вот эти вот все замеры, которые мы будем, например, делать, там что-то, они не будут всегда точны. Они будут только точны на тот момент замера, на то расстояние, на котором от Солнца находится наблюдатель. Вот. Ну, а реальная высота Солнца получается нахождение в ионосфере, то есть это в районе 180-190 километров. При размере Солнца 48-56 километров, так как оно изменяет немножко размер, так же как Луна. На этом всем всего хорошего и до следующего видео. Также я говорил, что диаметр Земли это равен 1 градусу длины окружности Солнца. Поэтому будьте вы на Северном полюсе, будьте на Южном. Солнце будет всегда в одном направлении. Угла не будет. И даже скажу вот так. Проложу горизонты. Вот горизонт, да? То есть по экватору, скажем, 22 сентября, день равноденствия. Направление на Солнце будет сюда. Если, скажем, вот где-то с этого района горизонт, то по таблице можно снять угол на Солнце. Вот проверьте вот этот угол. Но направление будет вот таким. С любой точки Земли, шарообразной, направление будет одним на Солнце. Некоторые люди делают замеры с разных точек и, скажем, вот эти векторы направления, они совпадают, они не совпадут с шарообразной Землей. Потому что все будет стараться направиться в одну сторону. Вот. Можете проверить. С любой точки будет направление на Солнце. То есть для человека, для наблюдателя, скажем, отсюда, Солнце будет здесь. С экватора здесь. Это как эффект, когда на поезде едешь или на машине, и более дальние объекты, они как будто двигаются с тобой. То же самое здесь. Еще раз говорю, 1 градус всего лишь. Длины Солнца, окружности Солнца, составляет диаметр. Поэтому будет вот так. Я сделал скриншот. Вот эта линия, теперь возьмем ровную поверхность. Ну да, она как бы стоит, если ее положить. Ну, не стал ложить. Вот представьте, что это поверхность Земли. И вот я взял некоторые города, дальше покажу, и градус на Солнце. В одно время я взял города на долготе 18 градусов. Но если шарик сюда поверну, скажем сюда, их выстоит ровно 22 сентября. И вот углы, которые показаны в этих городах, они как раз сходятся в одно место. Ну, Солнце не на таком расстоянии, конечно, от поверхности. Если вот эту схему, скажем, вот сюда сдвинуть,
то Солнце будет ближе. Но смысл в чем? В том, что вначале показал, при шарообразной Земле будет направление всегда в одну сторону. И только при ровной Земле можно найти пересечение. И это и происходит. Мы видим разные углы. И только при ровной Земле это возможно.